Всем привет, с вами Рилси. В этом видео я бы хотел поговорить о последнем на данный момент патче, выпущенном 10 марта 2023 года. Я знаю, что уже прошло много времени с момента его выхода, но видео получилось сделать только сейчас. Я буду использовать некоторые слова, которые могут быть непонятны. Вы можете посмотреть их определение в описании. Этот патч ждали целую вечность. Намеки на него были почти сразу после выхода прошлого патча, об этом подробнее позже, что оставило нас в ожидании на много-много месяцев. В частности, я и мой друг Moonlight Fox очень ждали, что же сделают с Blaze, так как это наш основной персонаж. И не все изменения нововведения прошлого патча нас устраивали. И вот спустя больше 1,5 лет долгожданный анонс, а за ним и патч. Наконец-то, подумал я, не зная, что же меня ждало. О, круто, это просто офигенно! Мне не терпится поиграть в новый патч. Я просто не могу дождаться. Эй, Рилси, здорово! Однако давайте по порядку. Начнем с патчноута и его общих изменениях, которые более-менее значимы. Добавлены дополнительные разрушаемые объекты на уровне. А также увеличилось время счетчика комбо. Держать комбо на протяжении всего уровня стало проще, что несомненно плюс для скорранеров. Добавлена возможность настройки режима выживания, но, к сожалению, так и не добавлено какой-либо его версии с конечной целью. Режим так и остается мне неинтересен, из-за того, что в нем по сути нет конца. Нельзя просто пройти до определенной волны и победить. Нельзя уйти с чувством чего-то завершенного. Ты всегда просто дерешься, пока не помрешь, и все. Как говорится, сдох Максим и хуй с ним. На сложности Mania Plus были добавлены дополнительные аркадные автоматы с ретро-боссами, а во время битвы с боссами в конце уровня выходят дополнительные боссы. Зачем-то Mania Plus получила дополнительные усложнения, и если ретро-боссов можно пропустить, то дополнительные боссы появляются даже при одиночной игре, что добавляет еще больше хаоса в игровой процесс, хотя спидран на этой сложности и без этого превращается в лотерею. Ну давай, Рилси, я же знаю, ты можешь. В этот раз у тебя точно все получится. Еще один рестарт, и все пройдет гладко и четко. А знаешь, ты прав. Ладно, я пошел. Давай, желаю удачи. На мой взгляд, нужно было сделать более стабильный темп игры, а для сложности Mania Plus заменить врагов на их версии из режима выживания, сделать дополнительных боссов только в кооперативном режиме, да и вообще можно было сделать кастомную аркаду, чтобы выбирать определенные настройки во время прохождения. Тогда была бы возможность выбрать, оставить или убрать новые аркадные автоматы в прохождении и тому подобное. Эта сложность еще с прошлого патча вызывала у меня недоумение, а то, как двигаются враги, выглядит странным. Разработчики хотели сделать новую сложность, которую будет трудно пройти, и решили, что для этого нужно добавить больше врагов и сделать отличительную особенность, и это спидхаки. Временами это выглядит довольно нелепо, когда бот ни с того ни с сего убегает и потом тут же бежит к тебе обратно. Иногда кажется, будто боты могут прорваться сквозь монитор. Добавлены командные удары, которые являются заменой тому, что было в старых частях, но реализованы они по-особенному. Бывает так, что сложно заметить момент броска. Ты уже летишь, не успеваешь среагировать и пропускаешь удар. Конечно, если вы играете со связью, то можно заранее договориться, но договариваться каждый раз будет утомлять, и скорее всего вы просто перестанете этим пользоваться. Почти всем персонажам переработали импакт от ударов, уменьшив количество хитстопов в некоторых приемах. Довольно спорное решение ввиду того, что уменьшили слишком сильно, даже если кому-то из персонажей стоило их поменять. Дальше однозначные улучшения. Улучшили хитбоксы у персонажей, например в бросках и в некоторых приемах. Сигнал издает звук перед атакой. Теперь все персонажи могут попасть в бонусный ретро-уровень. Увеличили время оглушения после удара вниз в прыжке. Теперь же коснемся изменений отдельно персонажей и подробно поговорим о Blaze. Хинзан игнорирует вес. Теперь можно делать инфинит даже на тяжелых врагах. Jesus Christ, that's Jason Bourne.
Рекакен понерфили, теперь нельзя делать инфинит через него, но добавили кадры неуязвимости. Альтернативный Air Special теперь игнорирует вес, а также были улучшены хитбокс, глубина и уменьшены хитстопы. Альтернативный деф улучшили значительно. Больше урон, лучше глубина и радиус, больше активных кадров. Улучшили урон и глубину альтернативной звезды. В целом подобная картина и на других персонажах. Сплошные улучшения, усиления и редкие нерфы, каких-то уж совсем поломанных вещей, наподобие инфинита с Рекакеном у Blaze. По итогу в патчноуте отражены только улучшения. Но... Реальность полна разочарований. Есть незадокументированные изменения, которых нет в патчноуте, и они не столь однозначны. Однако давайте сначала расскажу немного о предыстории. В июле 2021 года вышел 7-й патч, так называемая DLC Кошмара Мистера Икс. Через некоторое время на ютубе было обнаружено видео от бета-тестера. На уровнях были расставлены дополнительные объекты, которые отсутствовали в релизной версии, полученной игроками. В комментариях тестер объяснил, что это запись бета-версии игры, которая, как ему заверили, не отличалась от релизной версии, и он не знал, что это на самом деле не так. Мы предположили, что получили не тот патч. Почему так вышло, было неизвестно. Или его не успели доделать, или решили перенести часть наработок на следующий патч. Несложно догадаться, что это были именно те объекты, которые добавлены в текущем патче. Но на тот момент мы еще ничего не знали, и поэтому в один из дней на стриме собралось несколько спидранеров с Орки, чтобы обсудить патч на фоне видео от тестера. И в определенный момент в беседу включился Джорди, разработчик игры. Игроки предложили сделать документ от комьюнити, в котором напишут пожелания, и Джорди согласился. Документ сделали, отправили разработчикам, и... Мы получили документ от игроков, вот посмотрите. Что ты можешь сделать? Из этого? Могу сделать кепочку, или шляпочку, или птичку. Ладно, шутки шутками, но разработчики действительно реализовали некоторые вещи. Давайте посмотрим какие. Добавить слоты агрессии у врагов, но об этом поговорим позже. Ввести врагов из выживания в манию плюс. Тут разработчики не совсем поняли, что мы имели в виду. Мы хотели, чтобы, к примеру, вместо Барни были Барнаби, или вместо Гора были Тацу и Тора из выживания, и чтобы эти враги были только на мании плюс. А по итогу добавили дополнительных боссов в битве с боссами. Улучшили режим тренировки. Теперь можно выбрать точку появления игрока. Исправили неактивных Барни, которые выходили у комиссара. Исправили щитовиков. Они не подбирали оружие и не атаковали игрока без щита. Добавили время для комбо-счетчика. Теперь показывается хп врага, когда мы берем его в захват. Изменения у Blaze. Увеличили урон 4 и 5 ударов у нормал комбо. Хинзан игнорирует вес. Уменьшили хитстоп альтернативного Air Special. Улучшили альтернативную звезду. Но есть часть пожеланий, которые разработчики не сделали. Вот некоторые примеры. Отображать прочность оружия. Изменить цвет огня, потому что непонятно, где огонь игрока, а где огонь ботов. Это касается эффектов от Air Special Акселя и Черри. Восстановить звук дыма в 5 уровне. Добавить объект в 9 уровень после сауны для комбо-счетчика. Скорректировать скорость ботов, чтобы темп игры был более стабильный. Отображать количество хп у щитов диджеев из выживания. Я бы еще добавил туда же хп у щитов полицейских. Разделить 4 и 5 удары у Blaze, чтобы они выполнялись на отдельные нажатия. Добавить задние атаки Blaze ОТГ, как это сделано у Retro Blaze. Сделать конечное выживание. У персонажей из первой Streets of Rage звезда, кроме специальной кнопки, также выполняется кнопкой Special, из-за чего нередко использовалась случайно. Понятное дело, что разработчики не должны были добавлять абсолютно все, но я считаю, что есть важные вещи, которые нужно сделать, часть из которых я уже перечислил. Ко всему прочему, они не захотели взять в качестве тестера какого-нибудь профессионального игрока из комьюнити. Шеф, он пришел. О, ну наконец-то. Короче говоря, нам нужен документ. В этом документе игроки могут написать свой фидбэк, всякие пожелания и замечания. А вы не возьмете меня тестером? Ты серьезно? У нас уже есть тестеры, которые все идеально тестируют. Дверь вон там. Документ дерьмо. Дерьмо, дерьмо, полное дерьмо. Починим только блайндспоты. А как же все остальное? Остальное переделать. У вас тут тестеры спрашивают, куда делись хитстопы. Скажи, что их не будет. Сядь. Дай сюда. Послушай, там все схвачено, тестеры трудятся. Вот это выкинуть. Выкинуть? Вы же сказали переделать.
Да я тебе говорю, у нас уже все продумано и протестировано. Ну ладно. Возвращаемся к изменениям, которых нет в патчноуте. Улучшили хитбокс Чарджа и Кикошу. Тут добавить нечего, изменение правильное. Теперь Блейз может делать в воздухе 3 Air Special вместо 2, и противник летит ниже после первого. Скорее всего, эти изменения связаны с тем, что когда разработчики переработали баффер прыжка, то у Блейз появился новый Infinite через удар вниз в прыжке и Air Special. И чтобы избежать этого, сделали так, что противник летит ниже. И чтобы это как-то компенсировать, сделали на 1 Air Special больше. Но в таком случае нужно было сделать 7 Air Special, потому что из-за того, что враг летит ниже, гораздо сложнее либо совсем невозможно делать комбо. Соответственно, пропал потенциальный урон. Таким образом, окончательно пропал Infinite, который был еще с 5-го патча. В 7-м патче его было делать сложнее, потому что у Death Special в том же патче появился дополнительный хит, из-за которого враг падает, и нужно было держать его высоко и делать практически идеально, чтобы не попасть тем самым 3-м хитом. Теперь же сделать его просто невозможно. Починили ванильный Death Special? Ну почти. У Death Special была проблема. Когда ты стоял спиной к Диланам и завершалась анимация Death Special, то ты находился как бы в воздухе, и у них открывалась возможность тебя ударить. В 8-м патче это вроде как пофиксили. Теперь Диланы не так часто могут тебя задеть. Но получилось так, что данный прием стало тяжелее использовать в комбо. То есть вместо этого можно сделать только вот так. Также это повлияло на комбо в углу, то есть получается все медленнее и труднее. И не получается делать те вещи, которые делал раньше. Увеличили хитстоп от Кикошу, то есть теперь сложнее делать связку Кикошу Чардж Кикошу. На видео это не так заметно, но когда делаешь сам, разница чувствуется. После 1.2.3 появилось дополнительное оглушение у врагов. Не совсем понятно, для чего это сделано, учитывая, что Блейз единственная, кто получил такое изменение. У нас есть ретро Шива, который испытывает с этим больше проблем. И вот как раз ему не помешало бы такое изменение. Ни про одно из этих изменений в патчноуте не написано, хотя они сильно влияют на Блейз. Нет ничего такого в том, что патчноут не полный. Это нормально не указывать совсем мелкие фиксы и тому подобное. Но изменения, влияющие на персонажа, я считаю, нужно указывать обязательно. Однако это далеко не все, что сделали с Блейз. Теперь давайте поговорим о тех изменениях, которые затронули Блейз, но были направлены не на нее. Первый момент. У Макса есть прием Vortex Vacuum, который немного станет и притягивает к себе врагов. Но враги, задетые в воздухе, просто приземляются рядом с ним на ноги и сразу атакуют его. Чтобы такого не происходило, в 8-м патче сделали так, что любое воздействие на врагов в воздухе переводит их в лежащее состояние, и они падают на спину. Это изменение повлияло на Death Special Blaze. Раньше он откидывал летящих на тебя врагов, теперь же наоборот притягивает к себе. Это сбивает с толку, потому что он перестает работать как защитный прием, который должен защитить тебя, расталкивая врагов от игрока. Второй момент. Черри может садиться на головы противников. В 8-м патче сделали так, что попасть по ней в этом положении может кто угодно, даже обычный Галсия. Однако реализовали это изменение не увеличив хитбокс самой Черри, а увеличив хитбокс ударов врагов вверх, что повлияло на всех персонажей. Теперь враги чаще ловят ударом игрока в воздухе, опуская его на землю. От этого заметно пострадала Блейз. Стало сложнее делать приемы и комбо, завязанные на прыжках. Как наглядный пример, в момент выполнения блица Галсия может перебить его, хотя если посмотреть на спрайты, то он не должен был задевать Блейз. Третий момент. В игре есть ОТГ. По стандарту его можно сделать только один раз до того, как враг встанет на ноги. Однако при определенных условиях можно сделать 2 ОТГ. Это так называемая глич ОТГ. Многие персонажи могут его делать, и в игре он был с самого начала. Например, вот что могла делать Блейз в 4-м патче. В 5-м патче это исправили, однако осталась возможность сделать одно дополнительное ОТГ. Выглядело это нормально, исправили уж совсем сломанную вещь. При этом осталась небольшая фича для разных комбо. Но в 8-м патче неожиданно и это убрали, что снова негативно сказалось на Блейз. Из-за этого пропала возможность сделать ОТГ через свип, потому что свип сам по себе не имеет ОТГ. Учитывая историю глича, до конца непонятно, почему в итоге это было сделано. В документе мы об этом не писали, и я предположил, что это было сделано из-за Шивы, потому что за него глич ОТГ делается проще всего. Нужно всего лишь сделать бросок, захватив противника сзади. И когда кто-то из разработчиков увидел, что в игре можно делать 2 ОТГ, то они решили это убрать.
Спокойно, без паники. Отходи. Осторожно. Это я к чему? Получается, что разработчики, починив одно, ломают что-то другое. Давайте немного подытожим с Blaze. Альтернативные движения получили значительный баф, а оригинальные мало того, что стали менее эффективными, так еще и потеряли комбо-потенциал. Для спидрана теперь можно смело выбирать полностью альтернативный набор движений. Как показала практика, так спидранить проще и по времени получается быстрее. Раньше нужно было миксовать и играть с разным набором движений на разных уровнях сложности. И так было интереснее. Допустим, для Мании Плюс выбирался альтернативный Блиц и альтернативный Air Special, остальные оригинальные. На других уровнях сложности нужно было играть с ванильным набором движений, потому что альтернативные приемы были излишни и с ними получалось дольше. Но на оригинальных движениях играть сложнее. Нужно было потратить много времени, чтобы научиться делать сложные штуки, и еще столько же, чтобы делать их стабильно. У меня ушло очень много времени и сил на поиск новых страток для спидранов того или иного уровня. И когда я узнал, что мои стратегии больше не нужны, а некоторые из них и вовсе не работают, то я просто не понимал, как же так и как быть дальше. Господа, как вы знаете, недавно вышло обновление, в котором улучшили альтернативные движения Blaze. И теперь можно улучшить старое время, потому что новый Blaze гораздо быстрее. Однако я не успел протестировать ванильные движения. Об этом нам расскажет мой друг Moonlight Fox. Рилси, ванильная Blaze кусок говна. Понятно. Спасибо тебе, Фокс. Мы написали в официальный дискорд разработчиков с вопросом, почему они сделали Blaze вот такой. Оказалось, что это не было преднамеренно, и они не рассчитывали на такой эффект. Ты отнял все, что у меня было. Я даже не знаю, кто ты такая. Что ж, теперь, когда я рассказал, что не так с Blaze, думаю, можно рассказать про другие проблемы в игре. Они могут быть как большими и значительными, так и несущественными. Начнем со слотов агрессии. Они определяют, сколько одновременно врагов пытаются вас атаковать. Допустим, если на экране 10 врагов, то на вас будут идти только часть из них. Для наглядности покажу на вот этом примере. Здесь один слот агрессии, который может перемещаться между другими ботами. Один из тестеров написал, что на уровнях сложности Hardest, Mania и Mania Plus ограничение по слотам было убрано. Но проведя небольшие тесты, я выяснил, что оказывается у каждого типа врагов свои слоты агрессии, и иногда они могут влиять друг на друга. Приведу примеры. Если возьмем Галси, то в 7-м патче у них был один слот, в 8-м патче у них нет ограничений. С агентами ситуация наоборот. В 7-м патче нет ограничений, а в 8-м появились. У Руби и Брэндонов значения слотов не изменились. Теперь о влиянии слотов друг на друга на примере сложности Mania Plus. На этой сложности 9 слотов. И если поставить 12 Руби, то прыгнет максимум 9. А если к ним добавить еще и агентов, то прыгнет также 9 Руби, и в это же время почти все агенты будут атаковать. Но если к Руби добавить Брэндонов, то они уже будут разделять слоты агрессии между собой. Однако помимо слотов агрессии на бота влияет еще один параметр, который нас интересует. Заняв слот агрессии, на бота начинает действовать так называемый АФК-ползунок. Название неофициально, но мне так удобнее его называть. Я попробую объяснить своими словами то, как я понял работу ползунка. Но как оно работает на самом деле, знают только разработчики. В общем, АФК-ползунок может иметь значение от 0 до 100, и чем выше данный параметр, тем более агрессивен противник. Если, к примеру, выставить ползунок на 100, то боты всегда будут идти на игрока. Если же ползунок будет меньше 100, то у бота появляется время принять решение, что ему делать. Чем меньше ползунок, тем больше времени на принятие решения дается боту. И вот пока он думает, он находится в, так сказать, состоянии АФК. Он может гулять по экрану, просто стоять где-нибудь. Или же пойти за оружием, если оно есть. Тут зависит от того, что происходит на экране, и от рандома. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. I 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 need
На каждой сложности свое значение ползунка, и в новом патче произошло следующее. У некоторых врагов убрали ограничения по слотам агрессии, но значение АФК ползунка уменьшили. Я приведу сравнительную таблицу с прошлым патчем для наглядности. Мы видим, что АФК ползунок на сложности Мания Плюс уменьшили с 95 до 30. То есть это означает, что несмотря на то, что слотов агрессии стало больше, боты стали менее агрессивными. Происходит больше ситуаций, когда боты гуляют или просто стоят на месте. Вообще похуй, абсолютно. Но из-за того, что на сложности Мания Плюс боты перемещаются спидхаками, обычно это не так заметно. На обычной мании значение изменилось с 95 до 40. Из-за того, что на этой сложности нет спидхаков, тут уже более заметно, что боты менее активны, чем раньше. Это хорошо ощущается, если поиграть на сложности мания в 7 патче и на той же сложности в 8 патче. Вы можете спросить, откуда я взял эти цифры? Какие ваши доказательства? Недавно мы с ребятами выпустили мод, и во время работы над ним и получилось узнать эти данные. Я могу, к примеру, поставить ползунок на 0 и на 100 и сравнить разницу в поведении ботов. Как мы видим, действительно при значении 100 боты более агрессивны. В общем, в 8 патче это изменение сделало игру более хаотичной и непредсказуемой, что для меня, как для спидранера, очень плохо. Да, раньше тоже был рандом, но сейчас его в разы больше. Почему же разработчики сделали именно так? Тут сложно сказать, но скорее всего им не понравилось то, что после изменения слотов агрессии боты стали ходить змейкой друг за другом. Поэтому они уменьшили им агрессию, что позволило двигаться более хаотично, что в принципе можно подтвердить из вот этого сообщения тестера. Дальше я бы хотел поговорить о некоторых вещах, связанных с балансом в игре. И первым делом поговорим про сейф-лупы. Сейф-лупы — это когда персонаж делает 2 приема, в каждом из которых достаточно кадров неуязвимости, чтобы перейти в следующий без получения урона. Сейф-лупы есть не у всех персонажей, но те, у кого они есть, могут пройти игру, используя 2 приема. Тут больше проблема не в наличии сейф-лупов, а в том, что игра вынуждает тебя их применять. Потому что на Мании Плюс иногда просто не выжить без их применения. Смотреть на это не очень интересно. Больше не нужно думать, просто спамишь сейф-лупы и все. Здесь может сыграть только индивидуальный скилл игрока, который сможет пройти игру без сейф-лупов. Я бы предложил убрать их полностью и забалансить игру так, чтобы игрок в них не нуждался. Это было бы сложнее и интереснее, потому что игрок будет понимать, что он должен играть аккуратнее и обдумывать каждое свое движение. Следующий момент немного связан с предыдущим. Наличие в некоторых приемах большого количества кадров неуязвимости. Например, сравним блицы Шивы и Блейз. У Шивы неуязвимость длится до приземления. У Блейз заканчивается после первого хита. Почему по такой логике не дали неуязвимость до приземления? У Блейз есть спешл вперед, Хинзан. В нем неуязвимость, как у Шивы, до приземления. Но это все-таки спешл. Но даже у спешлов не должно быть так много кадров неуязвимости. Инфиниты — это бесконечная комбо для убийства боссов и сильных врагов. Совершенно непонятна позиция разработчиков по данному вопросу. Какие-то инфиниты они убирают, какие-то оставляют. Даже те, что убираются, заменяются новыми, зачастую более простыми или эффективными. На примере той же Блейз был убран достаточно сложный инфинит, который был применим только к легким врагам. И убрали инфинит через Чардж Рекакен, который был довольно простым. Но теперь появился инфинит еще проще, который позволяет убивать всех одинаково без каких-либо сложностей. Разработчики нерфят инфиниты, не учитывая тот момент, что это может повлиять на комбо-потенциал. По сути, здесь 2 пути: урезать персонажа, удалив инфинит, или оставить инфинит, что позволит иметь больше вариативности. Поговорим о хитбоксах. В целом с ними все в порядке, но кое-где они излишни, а где-то наоборот не хватает. Перечислять все не буду, приведу пару примеров. Звезда Черри. Если сделать звезду, когда враг лежит и находится близко, то Черри не попадает по нему. Я написал про это в Discord к разработчикам, но мне сказали, что я просто промахнулся, и что все нормально. Да, действительно, визуально может так и выглядит, но это же звезда. Почему немного не расширить хитбокс, чтобы можно было попасть по лежащему врагу? Посмотрим на примере Блица Шивы, Кикошо и Чарджа у Блейз или бросков у персонажей. Визуально они не должны задевать, но сделали допущение для комфортной игры. Про хитбоксы у врагов, таких как Донован или Комиссар и прочее, можно было бы и уменьшить, но к ним и так уже все привыкли. Далее я бы хотел перечислить некоторые баги и мелкие косяки.
На первом уровне, после того, как ты побеждаешь роботов, можно словить софтлок. По какой-то причине персонажи больше не могут двигаться. Случается это, когда кто-то стоит вплотную к яме и пытается спрыгнуть вниз. Но до конца я так и не понял, из-за чего это происходит. Данный софтлок появился в 8-м патче, и его довольно сложно поймать. В 6-м уровне в секции дадзё с кикбоксерами есть баг со спавном кондоров. Происходит это следующим образом. Когда мы убиваем фазана, то спавн кондоров отключается, как и должно быть. Но если сразу убить Рейвена, то спавн кондоров опять включается, чего происходить не должно. Этого не было в прошлых патчах. На Мании Плюс после победы над ретро-боссом из аркадного автомата иногда не падает звезда. Происходит это из-за того, что убийство последнего врага и активация аркадного автомата происходит одновременно, и разработчики не предусмотрели такую ситуацию. В игре есть враги, которые могут делать броски, например, сигналы и байкерши. Перед броском они краснеют, предупреждая игрока. И проблема в том, что они могут не краснеть, а сразу идти на игрока и делать бросок. Также делает Макс, босс 9 уровня. У него есть прием, в котором он крутится, но перед этим он предупреждает игрока об этом. И он также может пропустить предупреждение и сразу начать бить. Мы спросили об этом в дискорде разработчиков, но они сказали, что так и задумано, и это часть скрипта. Как по мне, это упущение, потому что невозможно считать поведение бота и вовремя среагировать. Во 2-м уровне есть проблема со спавном. Если убить Дика и Феросию, а Галси не трогать, то появляются щитовики в большем количестве, чем если сделать наоборот, и они спавнятся прямо в текстурах стола. Во время появления врагов, если игрок стоит на том же месте или рядом, то враг сразу бьет игрока. Нужно сделать небольшую задержку у ботов, чтобы дать игроку немного времени. Враги могут подбирать предметы, которые они не используют, например, гранаты Эстель, электробутылки и подобное. Иногда не работают переходы на следующий уровень. Да что ты... Да что у меня за болезнь такая? Игра, пусти. Чё? Когда игрок бьет врагов, они начинают дрожать, но оружие в руках стоит на месте. Раньше такого не было и по мне смотрится не очень. Скейт 2 после ударов по голове в захвате может сделать любой прием в воздухе, что выглядит странно. В 5-м уровне, в секции с баром, когда появляется карамелька, то в это время игра как бы приостанавливается, но Галси с ножами почему-то продолжают двигаться. Бывают ситуации, когда игрок может не успеть среагировать и получит урон. В начале 10 уровня в 8-м патче появилась возможность сделать Air Special. Такой возможности больше нет ни на одном уровне. В некотором смысле это интересная возможность. К примеру, Макс может с его помощью влететь во врагов, но может получиться и вот такая ситуация. У Макса 4, когда делаешь бросок из захвата и враг ударяется об какой-нибудь предмет, то воспроизводится ретро-звук от Макса 2. В конце я бы хотел подытожить все вышесказанное и высказать общее мнение о патче. Патч ждали очень долго. Мы хотели, чтобы он действительно был идеальным, но идеально не получилось. Очень сильно испортило впечатление то, что произошло с Блейз, ведь она мой любимый персонаж. Именно с нее начался мой путь спидранера, и именно за Блейз я сделал свой первый мировой рекорд. У меня сложилось ощущение, что к ней всегда было пристальное внимание, и с течением времени ее комбо-потенциал сильно уменьшился. А это была суть этого персонажа в уникальном наборе движений, который давал простор для всевозможных связок ударов между собой. А сейчас, когда я вижу Блейз с альтернативным набором движений, то для меня это не Блейз. Это какой-то другой персонаж, который просто выглядит как Блейз. Истинная же Блейз для меня выглядит вот так.
Следующий момент, который очень сильно мне не нравится, это изменение искусственного интеллекта. Ты можешь изучить абсолютно все моменты в игре, но иногда происходят такие абсурдные ситуации, которые ты не ожидаешь. В игре должна быть непредсказуемость, но до определенного уровня. Задача разработчиков как раз найти баланс между полным чтением игры и рандомом. И на мой взгляд, они перегнули не в ту сторону. Количество спидранеров сократилось по сравнению с прошлыми патчами, и это грустно. Возможно, это связано с тем, что игроки сделали все, что они хотели. И учитывая, какие изменения привнес 8-й патч, я понимаю их желание уйти из игры. Спидранить Манию Плюс стало очень сложной задачей. О следующем патче ничего не слышно, и я не думаю, что он когда-нибудь выйдет, но кто знает. Текущее состояние игры можно описать одной фразой. Есть у нас один мем про казино, я думаю, многие его знают. Ёбаный рот этого казино, блядь! Так вот, фраза из этого мема стала тем, как можно охарактеризовать всю игру и все, что в ней сейчас происходит. В конце вас ждет нарезка лучших моментов, которые подходят под эту фразу. Ну а на этом все. Всем пока.
Начинаю